Здравствуйте, ребята! Сегодняшний разговор у нас будет о лени. Если ты в таком состоянии, в ленивом состоянии, ты в апатии от своей лени, твой образ жизни постепенно превращается в постельный режим. И самое раздражающее это то, что ты понимаешь, что хочешь больших перемен, хочешь изменений в своей жизни. Ты даже знаешь, какие привычки хочешь внедрить в свою жизнь, ты знаешь, в каком направлении и хочешь двигаться, но снова и снова возвращаешься к своей прежней ситуации, то есть к лени. И кажется, будто перед тобой большая стена, как будто существует и есть преграда между тобой и той другой, к которой ты стремишься. И ты не можешь ее пробить или перейти, и даже не понимаешь, почему. Почему так получается? Или, может быть, более подходящая ситуация – это скорее как резиновая лента. Вот ты на старте. Резинка пока расслаблена, но чем дальше ты пытаешься уйти от этой точки отправной, ты пытаешься изменить, внедрить новые привычки и все такое, но тебя снова и снова как бы утягивает и отбрасывает назад, как будто невидимая нить тебя тянет обратно. Какая-то сила продолжает тянуть тебя обратно, как резинка, возвращающая тебя на прежнее положение. К сожалению, я сама проходила через это годами, сколько раз, много раз, что даже сосчитать трудно. Я бы даже стала миллионером, если бы получала по несколько долларов за каждый раз, когда я начинала что-то новое, бросала через пару попыток или через неделю. Я отлично знаю, как это раздражает, когда ты снова и снова терпишь неудачу. И к тысячной неудаче ты начинаешь чувствовать отчаяние. Правда, ты начинаешь думать, что со мной не так. Что же может быть такое? Ты пытаешься себя мотивировать. Ты говоришь себе, почему ты такая ленивая, почему со мной это происходит, и верх берет лень. Почему ты не можешь измениться? Что бы я ни делала, я не могу исправить себя, а теперь я хочу за секунду остановиться. Давайте немного поразмышляем. Представьте себе, что в вас как будто уживаются две личности, например, если можно так выразиться. Потому что это как бы подразумевается две версии меня. Если задуматься, когда я говорю, почему ты такая ленивая, это как будто есть, упрекая себя. Я ведь могу быть и другое. Но когда ты упрекаешь и понимаешь, что другая версия тебя говорит обратное, вы, наверное, замечали, что у вас есть некий внутренний разговор с самим собой, как будто внутри вас два голоса или две версии себя, которые спорят друг с другом. И именно об этом я хочу поговорить сегодня. На первый взгляд это может показаться незначительно, незаметно, но на самом деле именно в этом кроется ключ к тому, как наконец изменить себя. Это резина или преграда, которая мешает тебе измениться. И я просто жалею, что не поняла этого, когда была моложе, потому что это было так мучительно на протяжении многих лет. Если бы кто-то просто объяснил мне это, мне кажется, моя жизнь была совершенно бы другой. Честно, поэтому я очень надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять себя, поможет во многом. Ну что ж, давайте познакомимся с самим собой, с сознанием, с подсознанием. Итак, наше сознание – это рациональная, логическая часть нашего мозга. Это то, что является нами по сути, та часть, которая строит планы, которая понимает, что учеба сейчас приведет к хорошим оценкам, если ты учишься настойчиво. В будущем, даже если в данный момент это скучно, это та часть, которая знает, что правильно питаться важно, что важно высыпаться,
ложиться рано и рано вставать. И рационально понимая, что для нас это полезно. А что нет, основываясь на исследованиях чтений и том, что нам рассказывали, взглянуть на эту картину, сознание– это часть, как вершина айсберга в нашем мозге, потому что дальше идет огромная часть подсознания, которая скрыта под этим. Все остальное, оно развивалось на протяжении миллиона лет эволюции. Оно управляет нашей личностью, всеми нашими навыками, природными способностями, талантами, которые мы унаследовали от предков. В некотором смысле оно влияет на нашу нервную систему, на наш организм, на наше сердце, сердцебиение, дыхание, даже на сон. Все это контролируется нами напрямую. Этим всем управляет подсознание. И это невероятно. Большая, огромная машина– это как компьютер, который работает в фоновом режиме. Но в то же время наш маленький голос сверху пытается все контролировать и зачастую терпит неудачу. Поэтому, как важно понимать, что подсознание также управляет нашим психическим здоровьем, например, нашим настроением. Иногда мы просыпаемся в отличном настроении, хотя это случается реже. Но знаете, бывают дни, когда ты просыпаешься и думаешь: да, у меня полно энергии, я отлично себя чувствую. А бывают дни, это чаще встречается, когда ты просыпаешься с мыслью: я ничего не хочу делать, чувствую себя как столетний старик. Что же делать? Так оно также управляет нашим настроением, энергией нашей и многими другими аспектами нашей жизни. И вот это объясняет ту самую резиновую ленту, это объясняет ту преграду, которая мешает нам меняться, потому что, по сути, зависимость или вредные привычки– это то, к чему нас как будто тянет. Например, когда мы привыкаем есть вредную пищу, нас начинает тянуть к сладкому. У меня это было, когда я пыталась отказаться от сахара, и мне буквально снилось мороженое сладкое, все сладости, пирожное или что-то подобное. И это совсем не помогает, когда ты просыпаешься среди ночи и тебе снится мороженое. Ты думаешь: о боже, как же я хочу мороженое. Эта тяга не исходит от нашего сознания. Мы бы выбрали сознательно испытывать тягу к сахару. Мы знаем, что это, возможно, не полезно для нас. И это часть подсознания нашего мозга, которая иногда тянет нас к этим вредным привычкам. И сознательно знаем, что это нам вредно, но все равно хотим и делаем. И снова, если бы наше сознание гипотетически полностью контролировало ситуацию, то почему бы нам просто не проснуться однажды утром и не сказать: «Хочу быть в отличном настроении сегодня», а еще не хочу испытывать тяги к вредной еде и не чувствовать лени, проводя весь день, листая там в соцсетях, в Инстаграме, в ТикТоке. Если бы наше сознание, зная, что для нас полезно полностью контролировать ситуацию, наша жизнь была бы потрясающей. Просто представьте, как это было бы легко. И именно так мы подходим к планированию. Мы строим и себя в том числе, свои планы. В прошлом с идеальной точки зрения, без учета плохих дней, мы часто строим планы, не учитывая дни, когда можем заболеть или будем в плохом настроении, или когда что-то пойдет не так. Теперь ты, конечно, наверное, понимаешь и ощущаешь, как борьба, как будто внутри нас что-то сопротивляется. Это наше сознание, которое знает, что для нас полезно, а что нет, сражается с мыслями, с вредными мыслями, с вредными привычками, которая просто живет своей жизнью. Ну что, на этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, я была вам полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А как думаете вы?
Всем пока!